Nvidia стоит 5 триллионов долларов. Это больше, чем экономика любой страны на планете. Вообще любой, кроме США и Китая. Контора, которая делает по сути одну штуку, стоит дороже, чем вся мировая фармакология вместе взятая. А теперь самое смешное. Возможно, вся эта махина держится на фокусе уровня наперстков, где 3 компании передают друг другу один и тот же чемодан с баблом и делают вид, что зарабатывают. Сейчас я покажу, как устроена эта карусель. Почему увольнение из ИИ – это вранье, и главное, почему, если пузырь лопнет, прилетит не Цукербергу с Хуангом, а тебе. Да смотри, в конце будет момент, который касается твоей зарплаты и твоего будущего напрямую. Смотри, как это работает. Все просто. Nvidia делает видеокарты, причем не для того, чтобы ты затащил очередную каточку в доту. Первый скилл и третий, первый скилл и третий, первый скилл и третий, первый скилл. Или играл в лучшие игры отечественных разработчиков, а для дата-центров. Oracle покупает эти видюхи на 40 миллиардов, чтобы построить дата-центр для нейросетей. Дальше OpenAI заключает сделку с Oracle на 300 миллиардов, чтобы этими дата-центрами пользоваться. Ну, чтобы ты мог спросить у чата GPT что-нибудь очень важное. 那个已经下锅了，退不了了。真的下锅了吗？对，其实我根本就没点。 Или сгенерить в ссоре видосик с котятами. Пока все нормально, да? А вот теперь подвох. Большую часть этих денег OpenAI получил от Nvidia в сделке на 100 миллиардов. То есть деньги Nvidia приходят от Oracle, деньги Oracle приходят от OpenAI, а деньги OpenAI приходят от Nvidia. Новых денег не появилось вообще, но у всех в отчетах растет выручка, у всех растут акции, а в следующем месяце они объявят новую сделку на миллиарды и погонят по кругу те же самые бабки. И это не только эти трое. Подставь вместо OpenAI Anthropic или Google, вместо Nvidia AMD, вместо Oracle Amazon, история та же, буквально та же. Илон Маск вон вообще не парится дать своему конкуренту Anthropic развиваться на мощностях XAI. В этот момент любой нормальный человек спрашивает: ребят, это же пузырь, и знаешь, что отвечают сами технодиректора? Нет-нет, все окупится. Логика такая: да, OpenAI пока убыточен, но однажды ИИ станет настолько крутым, что сэкономит корпорациям тонну денег на зарплатах. И вот тогда-то все и отобьется. Перевожу с корпоративного на человеческий. Все окупится, потому что ИИ отнимет работу у тебя. И вот тут начинается самое интересное. Потому что это уже происходит, да? Везде же увольняют из-за ИИ. А вот хрен там. Мы постоянно видим новости, как где-то кого-то уволили из-за ИИ. Но ИИ пока никого массово не заменил. Почти нигде. Отдельные истории раздуваются в прессе, и кажется, что это повсеместно. Financial Times недавно опросил кучу компаний. Руководители заливали: ИИ — это прекрасный инструмент, мы все им пользуемся, это революция. А потом журналисты пошли к реальным сотрудникам этих же компаний. И оказалось, что им не пользуется почти никто. Точнее, в реальных задачах. Например, Amazon и Meta ввели обязательное отслеживание, сколько их сотрудники тратят ИИ токенов, и постоянно повышали планы. Ну а сотрудники начали скармливать нейросетям бессмысленные эффективные задачи. Для этого даже придумали название — токен-максинг. А все из-за глюков нейросетей, после чего всю работу за ними приходилось перепроверять и переделывать вручную. В итоге Amazon просто закрыли эту систему оценки из-за полной бесполезности. Ну а HR-ка на ХХ не откажется от ИИ, пока ты стираешь палец, нажимая на все вакансии подряд в попытках пройти ИИ-фильтр и попасть хотя бы на одно собеседование. История про токен-максинг — это не разовый случай. Смотри на исследования. Корпоративный ИИ провалился в 95 случаях, когда компании пытались его внедрить. У Датчан опросили 25 тысяч работников. Для 8% людей ИИ означало больше работы, а не меньше. А у программистов ИИ в среднем замедлил написание кода на 19%. То есть штука, которая должна была всех заменить, на деле создает новую работу. Кто-то же должен очищать за ней галлюцинации, лишние пальцы или желтый оттенок на картинках. Так а почему тогда всех увольняют? А потому что Кабан-Кабанычи всегда хотят кого-то уволить. Просто раньше им нужен был повод, теперь повод есть, это ИИ. И вот тут факт, который прячут за заголовками. Пока все обсуждают увольнение, тихонько идет обратный процесс – перенайм.
Минимум 5% уволенных из ИИ в тех компаниях нанимают обратно вскоре после увольнения, и цифра только растет. А часть рабочих мест просто выкидывают обратно на рынок, но уже за меньшую зарплату. Реальный кейс. Одна компания громко заявила, что заменяет людей на ИИ. Звучало футуристично, прям будущее наступило. А потом их же гендир по-тихому откатил все назад и снова начал нанимать людей. Не по доброте душевной, просто ИИ не вывез. Понимаешь схему? Притворяясь, что ИИ меняет все, менеджер делает сразу две вещи. Увольняет людей и оправдывается, зачем он слил миллионы на бесполезную технологию. А потом по-тихому возвращает пару человек и заставляет оставшихся пахать за троих. Причем бюджеты на ИИ часто вообще без тормозов. На днях была новость, как одна американская компания за месяц спалила $500 миллиарда на Клод, забыв выставить лимиты. Uber тоже напоролся на это, сожгли $3,4 миллиарда за 4 месяца, хотя этот бюджет планировался на весь год. ИИ не заменяет людей, он не упрощает работу, он просто добавляет работы. Теперь ты делаешь свою работу, работу уволенного коллеги и еще нянчишь робота, который постоянно косячит. И вот ключевая штука. Начальник и работник видят разный ИИ. Начальник видит, что ИИ написал неплохое письмо, а работник видит отчет с 1000 ошибок, которых не было бы, набери его, живой человек. Начальник просто не разбирается в работе своих сотрудников и не хочет разбираться. Зато именно он решает, кого уволить. И ему дали волшебную кнопку «Бабло», которая, по уверению продавцов, точно не скам. Кстати, если ты сейчас узнаешь свою работу, кинь в комменты, у тебя на работе ИИ реально помогает или ты за ним подчищаешь. Интересно, насколько это массово. Там, где работаю я, ИИ даже близко не применяется. И мне кажется, во всей отрасли ситуация ровно такая. Окей, но на главный вопрос мы так и не ответили. Что будет, когда инвесторы поймут, что король-то голый? И честный ответ – никто точно не знает. Единого мнения нет даже у экспертов. Сценарий первый, оптимистичный. Вся эта запутанная схема вложений друг в друга может сработать как изоляция. Лопнет, заденет в основном сам техсектор. Meta, Microsoft, Amazon, жирные прибыльные конторы тратят свои кэш-резервы. Для них провал ИИ просто, слили деньги и бывает. Снова поднимут цену на оперативку, ведут новые подписки и отобьют убытки. А вот сценарий второй. И он касается уже нас с тобой. Помнишь кризис 2008 года? Или, как я, знаешь про него по фильму «Игра на понижение». Тогда раздутый ипотечный пузырь и облигации в обычных фондах в США запустили всемирный финансовый кризис, который задел вообще всех. Так вот, конторы придумывают новые финансовые схемы. Например, Meta начала строить дата-центры так, что под их аренду выпускаются торгуемые ценные бумаги. Их покупают и продают, в том числе хедж-фонды, которые набирают под это долги. И если арендаторы этих дата-центров вдруг не смогут платить, потому что, скажем, спрос на ИИ сдулся, волна пойдет по всей цепочке и докатится до вещей, где лежат деньги обычных людей. Пенсии, инвестфонды, все как в 2008. В худшем случае это заденет банковский сектор. И это уже не проблема айтишников, это кризис, который касается всех. И заметь, это не какая-то конспирология от ноунейма, это говорит Financial Times, не самое левацкое издание на планете. Давай соберем все в кучу. Чтобы окупиться, ИИ конторам нужно $2 триллиона выручки меньше, чем за 5 лет. При этом OpenAI теряет деньги каждый раз, когда ты пишешь запрос в чат-бот. Получается парадокс. Чтобы вся эта махина отбилась, им нужно успешно провернуть ровно одну вещь – лишить работы половину из нас. Это и есть их бизнес-план. И вот в этом вся суть. Сейчас все конструкции держатся на двух вещах. На хайпе и на возможности увольнять людей по щелчку. В этом нет ничего неизбежного. ИИ не обязан тебя заменять. Его сделали таким, потому что так удобнее тем, кто наверху. Так вот, вопрос на подумать. Это технологии будущего или самый дорогой фокус в истории, за который в итоге заплатим мы с тобой? Я выпускаю видео регулярно, так что если зашло, ты знаешь, где меня найти. А пока спускайся в комментарии, напиши, как считаешь, это пузырь и он лопнет или нет и всех заменит. Сравним. Ну и ладно.